Они сделали суперинтересное шоу из того, что сейчас происходит в правительстве. Команда Маска взяла за ориентир сокращение бюджета на 2 триллиона. В тарифных войнах обычно следом за введением одних тарифов вводятся взаимные тарифы и с другой стороны, да, такая торговая война. Это не очень хорошая новость для тех, кто инвестирует в fixed income. Что из санкций Трамп, с учетом того, что он родственником пера, может просто кого-то казнить и помиловать, что он мог бы снять сам? Экономический блок в России возглавляют довольно профессиональные люди. И я крайне сомневаюсь, что они будут снижать процентную ставку. Доброе инвест-утро. Сегодня 14 февраля, и я медленно снимаю с вас санкции. Так можно было бы начать эфир, Но когда рубль рубль... поднимается вверх, да. Да-да, поскольку рубль поднимается вверх на 90, полным ходом идут звонки мировых лидеров, и то и дело в заголовках появляются шокирующие буквы и цифры. Однако мы не будем забегать вперед, а обсудим все по порядку. Мы сегодня обсудим, что происходит с бюджетом США, почему финансирование USAID вызывает столько скандалов и какие интересные факты всплыли о новом департаменте государственной эффективности Dodge, какие изменения происходят в тарифной политике США и как это в долгосроке повлияет на экономику. И, наконец-таки, какие санкции президент Трамп мог бы снять быстрее всего и с меньшим сопротивлением. Станислав, ты не против? Я только за. Я думаю, что мы еще, наверное, успеем кратко обсудить, что мы ждем по решению ключевой ставки со стороны Центрального банка сегодня. По-моему, в 3 часа, да, должно быть решение. И обсудим, какие могут быть последствия и этого решения, и того, что сейчас происходит. Как мы все надеемся, некоторые мирные, подготовка, да, к мирным переговорам. Если успеем, то сегодня обсудим. Мне кажется, что просто Эльвира Сахибзадовна могла бы сегодня прийти, это сейчас широко обсуждается, и надеть брошку в виде ракеты, и это бы очень сильно продолжило вот это подкидывать топливо в рост там, где хочется его, тем, кому его давно хочется. Но давай все-таки по порядку. Итак, я бы хотела для тех, кто вообще не следит, вдруг у нас такие есть, то есть есть такая страна, Соединенные Штаты Америки, да, США, и вот у них отрицательное сальдо госбюджета, ну то есть сколько они тратят против того, сколько они зарабатывают. По итогам 2024 финансового года, он у них заканчивается сентябрем, составило почти 2 триллиона долларов. И увеличилось сальдо на 8%. Рекордный размер дефицита, больше 3 триллионов, был зафиксирован в США по итогам 2020 года. Ну, помните ковид, когда все сидели по домам, смотрели Netflix и торговали на Робин-Гуде. А с профицитом, это когда заработали больше, получили больше, чем потратили, бюджет последний раз был сведен в 2001 финансовом году. Я хочу здесь акцентировать внимание, потому что в процессе обсуждения это будет важно, я буду делать отсылку. И так, казалось бы, вот как связан факт вот этого дефицита бюджета с работой Dodge? Я сейчас скажу, а потом буду сокращать. DOGE, Dodge, это департамент, как его лучше всего, наверное, сократить? Департамент государственной эффективности. Да, Department of Government Efficiency. Да, департамент государственной эффективности. По сути, это департамент, как такое параллельное ответвление, создано командой Маска, да, широко известного в узких кругах, для того, чтобы пересмотреть расходы бюджета. Команда Маска взяла за ориентир сокращение бюджета на 2 триллиона, но потом они отказались от этой цели и в качестве первой, более скромной цели все-таки поставили триллион. Но это амбициозно, да, то есть у нас дефицит почти 2, и из этого половину они хотят сократить. Из чего же они начали? Они начали с такой сущности, которая называется USAID. Это агентство США по международному развитию. Эта организация была учреждена в 1961 году для того, по-моему, при Кеннеди, для того, чтобы дружить и распределять американское влияние по миру. Но это неформально. А если формально, то на сайте US.gov написано, я дословно перевожу, помогать странам, столкнувшимся с катастрофой. Так вот, за время существования было запущено множество региональных проектов, очень важных, действительно очень важных, медицинских, фуд по еде, различных.
Но при господине Байдене годовой бюджет увеличился с 26 миллиардов до 45 миллиардов и попробовал вырасти еще. Количество сотрудников достигло 10 тысяч человек в 130 странах. Я на секунду напомню, в мире 195 стран, а из них вот эта программа действует в 130, то есть практически по всему миру. Но что же такого-то в этой программе, что такое вот сейчас оно во всех заголовках? Я вам назову несколько примеров, то есть что привлекло внимание Илона и Dodge. Например, $2 миллиона на смену пола и поддержку ЛГБТQ. Мне вот раньше было удобно ЛГБТ, да? Сейчас ЛГБТQ+, господи, просто даже тяжело читать. В Гватемале 1,5 миллиона ЛГБТQ группе в Сербии. 70 тысяч на DI, это такой мюзикл специальный с инклюзивностью в Ирландии. Но это не самое веселое. Веселое еще оказалось то, что BBC фондировалась, не знаю, как будет в дальнейшем, в том числе с участием USAID, порядка 3 миллионов, политика $8 миллионов, Нью-Йорк Таймс, левый оппозиционер в Европе, включая, на секундочку, оппозиция Виктора Орбана в Венгрии. Все, вот это сейчас Илон начал вместе со своей командой тянуть за ниточки, и они начали обнаруживать, что они тоже финансируются USAID. Станислав, ты, когда готовился, ты что-то такое для себя отметил? Ты знаешь, я вообще хотел начать вот с того, для чего вообще нужен вот этот департамент государственной эффективности. Вот ты правильно как бы сказала, что дефицит бюджета рекордный был минус там 3,1 триллион долларов, да, а сейчас 1,8 триллиона. Вот. Но если посмотреть условно на график, да, то, собственно, Америка, как, наверное, самая крупная экономика в мире и основная доминирующая, ну, страна, которая доминирует, чья валюта доминирует в международных расчетах, она практически до 70-х годов вообще крайне редко уходила в государственный минус. Вот. И вот вся вот эта ерунда началась, наверное, с конца 70-х годов. И здесь видно, да, насколько драматичным кажется падение. Однако при общем долге в 36 триллионов долларов и при размере ВВП в 27 триллионов долларов, на самом деле, если вот сравнивать с, например, некоторыми другими, да, странами, вот нынешний фискальный дефицит бюджета, он маленький, он всего там в районе 3%, да, на данный момент. И это сравнимо и с Великобританией, и с Японией, и это даже меньше, чем, например, во Франции. И это вообще такой zeitgeist, да, то есть дух времени, когда крупные экономики уходят в минус по очень простой причине. Потому что если у тебя достаточно неплохо инвесторы вкладывают в твои государственные ценные бумаги, то, в общем-то, почему бы и не занимать и не финансировать рост экономики, и не финансировать огромный штат чиновников. Да? Но есть проблемка. Чем мне нравится США? Тем, что основные государственные доходы, да, в отличие от многих стран, например, от 1/6 части суши, приходятся на налоги, собираемые с физлиц. Вот я сейчас показываю табличку: 4,9 триллиона долларов – это государственные доходы, и 50% из них – это налоги на физлиц, и еще 35% – это налоги на медицинские страховки, Social Security, Medicare taxes. И всего лишь 9%, нет, вот здесь в этой табличке 11%, 9% было в 2023 году, но, условно говоря, 1/10 часть приходится на корпоративные налоги. Это страна победившего лоббизма. Да, и понимаете, как бы всю тяжесть вот этого госаппарата, с которым сейчас борется Маск, да, всю тяжесть, по сути, на себя с точки зрения налогов взяли физлица в США. И они же, в первую очередь, являются бенефициарами того, что происходит. Вот. То есть, по сути, сейчас из-за увеличения госдолга США, еще раз повторю, 120% ВВП – это не такой большой госдолг. Но, тем не менее, 13% всех расходов федерального бюджета приходится на обслуживание этого долга. Эта цифра очень быстро выросла. Это сравнимо с 14% расходов на оборону и 15% расходов на медицину.
Понимаете, то есть Америка сейчас платит по своим долгам столько же, сколько составляют все расходы на здравоохранение. Это, конечно, цифра, ну, очень впечатляющая. Так вот, что у нас происходит? Эта цифра быстро растет, да, вместе с ростом долга. И, собственно, одно из обещаний Трампа, да, все удивляются, человек пришел после выборов и ну, победил на выборах, и, представляете, делает то, что обещал. Обалдеть вообще, это как бы странное для политиков. Но окей. Так вот, Саш, ты абсолютно справедливо сказала, да, что департамент, который возглавил Маск, и который не является департаментом, а является на самом деле просто некоторой контрактной организацией, которую нанял департамент цифровизации. Он хочет сохранить от триллиона до 2 триллионов долларов, да, в следующие 10 лет. И забавно, у них бюджет, поправь, если я ну, как бы ошибаюсь, но у них бюджет, по-моему, сейчас выделен на них 14 миллионов долларов. И команда работает всего лишь 40 человек, в основном там ребята от 19 до 24 лет, которые, как ни странно, дата-инженеры. И плюс топ-менеджеры из компании Musk. Так вот, сидят эти умники, ночуют в этом доме Эйзенхауэра и круглые сутки исследуют каждую транзакцию последовательно по каждому федеральному агентству. И вот мы, да, узнаем такие странные транзакции, которые описывал Саша. А ты помнишь, там еще было что-то типа финансирование ЛГБТ-оперы или транс-оперы Это где-то как в Европе, раз-таки, да? это как раз, нет, я это уже сказала, это Да. DI мюзикл в Ирландии, это его финансирование. А помимо этого, да, есть еще опера в Сербии. Да, в Сербии опера, да, и что-то там в Чили, да, кому-то тоже помогли. В Вот, Гватемале на смену да. пола. То есть ты, если ты хочешь поменять пол в Гватемале, стать наконец-таки уже привлекательной девушкой, то ты можешь вот обратиться в эту организацию, если ты гватемалец, и, вероятно, получить помощь. Мог, потому что сейчас это все поставлено на паузу. Я бы вообще сказала, что вот ты правильно выделил, что самые весомые – это то, что называется социальные, да, вот эти Medicare, Medicaid, ветераны. Ну, то есть то, что резать очень непопулярно, больно и не здорово для рейтинга. И поэтому, мне кажется, они, как грамотные маркетологи, начали с того, что вызывает ну, вот максимально, то есть максимально быструю реакцию, и при этом вызывает желание сказать так им и надо, да? То есть когда там говорят, что это ну, какая-нибудь левая оппозиция, говорят, да так им и надо, да? Когда начинают проверять расходы военные, тоже рядовой американец, там, по-моему, они считали, что порядка 150, от 150 и выше долларов каждый американец из своего кармана платит условно за вот эти вот программы. И как бы американец вообще не рад вот этому совершенно. Но беспокойство у организации, то есть у них есть действительно очень важные программы: вакцинирование, борьба с редкими заболеваниями, но они их проверяют постольку-поскольку, а в первую очередь они делают аудит. То есть, по сути, они хотят просто проверить расходы, но это вызывает настолько большое отторжение у всех, кто у их субсидий получателей и у всех, кто в этой цепочке. То есть сейчас я очень часто начала видеть, что из-за Маска погибнут условно там африканские дети, да, потому что политика не получит финансирование на свои там статьи. То есть, казалось бы. Да, ты знаешь, но USA действительно это сложная штука, и часть того, что они делают, безусловно, было для мира полезно. Вот, часть была, скорее всего, не просто как бы напрасные траты, да, долларов налогоплательщиков, скорее всего, это были какие-то схемы отката, вот, ну, потому что там ну, просто такой бред, просто полный бред. Вот. Но меня, например, поразила другая штука. Маск нашел, что пенсионные документы находятся в переоборудованном известняком руднике в штате Пенсильвания, которая была закрыта в 60-е годы и переоборудована в хранилище документов. И поэтому как бы увольнять чиновников со скоростью больше 10 000 человек в месяц не получится, потому что лифт вот этой шахты, который ходит вверх-вниз,
он, во-первых, ломается часто, во-вторых, как бы он вот определенное количество документов может поднимать в месяц. И это просто, ну, это настолько полный бред. И сейчас там на глубине больше 100 метров работают одновременно около 700 человек, которые вот эти документы сейчас перерабатывают для того, чтобы люди, ну, как бы могли быть уволены в нужном количестве, но при этом получили те пенсионные, собственно, льготы, да, которые они должны получить. Это первое, что меня как бы, ну, очень сильно впечатлило, помимо USAID и так далее. И второй момент, я такого никогда не видел, вот этот департамент эффективности в онлайн-формате публикует свои находки на сайте. Вот это, мне кажется, это уникальная штука. Это вот и в стиле Трампа, да, который настоящий шоумен, и в стиле Маска, да, который транслирует запуски SpaceX и так далее. Они сделали суперинтересное шоу из того, что сейчас происходит в правительстве. И уж в чем их не упрекнуть, так это в отсутствии прозрачности. Вот. И отдельно респект, конечно, по качеству шоу, это когда в овальном кабинете за креслом президент США сидит Трамп, дает конференцию, дает пресс-конференцию и одновременно передает слово Илону Маску, который стоит рядом с его столом и держит на своих плечах сына, который играет там с его шевелюрой, там периодически шляпу с него снимает и так далее. Вот это, мне кажется, очень сильное шоу, то есть это такое как бы объединение политики, бизнеса и таких семейных ценностей, и при этом они говорят о вот том бреде, который они находят с помощью расследования каждой транзакции. Я думаю, что будет еще много удивительных открытий. Я помню еще Андрей Мовчан 2 или 3 года назад делал пост про то, каким образом устроена государственная машина в Калифорнии, если не ошибаюсь, где тоже там куча бреда просто, ну, колоссальная неэффективность. Вот. Честно, мне единственное, что, наверное, что жалко, да, что в России как бы тоже требуются маски, а страна рожает Рогозин, да. Вот, ну, Вот ты все-таки не собираешься, да, посещать родину, видимо, выговаривать такие слова. Ладно. Я действительно вот. рекомендую всем, кто любит наблюдать и шоу, подписаться на аккаунт, наверное, в запрещенной сети. Я не знаю, запрещенная она или нет. На всякий случай скажу, что она запрещенная. Но вы его легко найдете. Там очень классные у них каждый день находки. То есть 45 миллионов контракт на изменение климата там в свободной Палестине. Что-то там, по-моему, миллионов 5 на обновление кружек где-то там вот в очередном каком-то административном здании. Ну, то есть, давайте так, наверное, во всем мире существует коррупция, откаты, и вот это все. Просто такой именно масштабный опыт в настоящее время, чтобы это прям показательно, как на блокчейне, только вот массово, да, он пока единичный, пока. Но здесь мне хотелось сказать, что, ну, давайте сделаем такой зум-аут, и это, в принципе, вот если взять в целом, вообще не первый опыт в Америке аудита государственных расходов. Он просто становится более скандальным и таким массовым шоу просто из-за того, что сейчас распространены вот эти соцмедиа, да, мы можем открыть Twitter и там X сеть и почитать, что там происходит, да. Но в целом это не первый опыт. Впервые успешный опыт такого аудита был проведен комитетом Трумана в 1941 году для того, чтобы контролировать военные расходы. И в течение следующих 6 лет было найдено много следов нецелевого использования средств, что, кстати, впоследствии позволило Труману стать вице-президентом Рузвельта. Бюджет того комитета, вот того комитета, ты упоминала о Додже, составлял порядка 30 тысяч долларов в год в тех деньгах. То есть в деньгах 23 года это где-то порядка 6,5 миллионов. Ну, чуть-чуть побольше сейчас, да, они взяли. А сохранили и сократили они бюджет расходов на величину, ну, там просто год от года она меняется, от 10 до 15 миллиардов. То есть, опять же, в деньгах 23 года это порядка четверти триллиона до 300 миллиардов. Ну, потому что инфляцию мы здесь применяем. То есть они себя окупили много-много-много-много раз. А второй такой опыт был при Клинтоне. Это называлось National Partnership for Reinventing
Government, национальное партнерство для переизобретения государства. И это был, на секундочку, при Клинтоне, я, помните, в самом начале говорила, последний вообще случай, когда бюджет был сведен с профицитом, потому как в то время проводилась целенаправленная политика сокращения государственных расходов. И, внимание, вопрос, мы что, про инвестиции? Рос ли рынок при Трумане и Клинтоне? Потому что всех сейчас волнует, да, это тоже нарратив, что сейчас срежут вот эти госрасходы, и все, и страна свалится в рецессию, и вместе с ней все остальные страны свалятся в рецессию. Я отвечу на это чуть позже. Смотрите дальше, я обязательно дам ответ. Можете написать в комментариях, что вы думаете. Рос ли рынок при Трумане и Клинтоне в прошлые разы ката или нет? А сейчас я предлагаю обсудить тарифы. Кто пострадал, Станислав, от тарифов? И кому достанется или не достанется? Вообще, насколько это косметическая операция или нет? Ну, ты знаешь, в целом очевидно, что практически все пострадают, да, если они и будут введены, и не будут потом снижены или убраны, вот, потому что в тарифных войнах обычно следом за введением одних тарифов вводятся взаимные тарифы и с другой стороны, да, такая торговая война. Вот. Но, на мой взгляд, конечно же, намного больше пострадают торговые партнеры, да, США, потому что, ну, по сути, США везде является, ну, потрясающе выгодным рынком, да, и поскольку есть дефицит сальдо торгового баланса, да, США, то есть очевидно, что они импортируют больше, чем экспортируют, то, собственно, те, кто отправляют в США свои товары, пострадают больше. Но как в последние годы стало модно говорить, не все так однозначно. Вот. Во-первых, да, давайте скажем, что произошло. Да, то есть введены тарифы, наверное, ну, самое главное, я сейчас скажу, введены тарифы 10% на Китай. Вот, Китай довольно слабо на это отреагировал, там какие-то индивидуальные небольшие повышения, да, тарифов, ну, вот, на там, нефтепродукты, там, на отдельные компании типа Illumina. Вот. Для Китая это достаточно существенно, но не так, чтобы они не ожидали этого. И эти тарифы пока еще не, как сказать, они, по-моему, в марте вступают в силу, они пока не актуальны. Дальше 25% на алюминий и сталь. Здесь, вот как мы в прошлый раз с тобой обсуждали, это в первую очередь Канада, да, если речь про алюминий, и Индия, если речь про сталь. Но для России тоже есть, но там совсем мало. Вот. Самое, что интересно, на мой взгляд, это объявление Трампа о так называемых взаимных тарифах. Он дал своим советникам 180 дней на анализ и на предложение по введению взаимных тарифов с крупнейшими торговыми партнерами США. Что такое взаимные тарифы? Это когда, условно говоря, у тебя, допустим, в США сейчас эффективная ставка по тарифам, да, 1,5%, вот, а в Европе около 5% относительно товаров из США. Вот. Трамп, собственно, каждую товарную группу вместе с советниками проанализирует и выкатит симметричные тарифы к своим торговым партнерам. Вот. Как это может повлиять? Есть абсолютно разные мнения на этот счет. Я скажу некоторый консенсус, да, с ним можно не согласиться. Влияние на инфляцию – это плюс 1%, да, то есть те, кто хочет инвестировать в длинные трежеря, это для них не очень хорошая новость. Вот. Влияние на ВВП – это минус 0,5%. Ну, как бы понятное дело, да, что если у вас повышаются тарифы, то, естественно, издержки производителей внутри страны также повышаются, да, и сокращается производство. Вот. Влияние на выручку для федерального бюджета примерно ожидается на уровне 1,2 триллиона долларов за следующие 10 лет, что, ну, в общем-то, неплохие цифры, хотя и не космические. Вот. Но, то есть, на самом деле картинка еще сложнее. Почему? Потому что, во-первых, да, на введение тарифов со стороны США с большой вероятностью будут введены тарифы
взаимные со стороны торговых партнеров, да, они, например, увеличатся. А с другой стороны, мы же все знаем, да, Трампа как человек, который любит совершать сделки, поэтому он сначала накошмарит их, а потом будет договариваться о каких-то более льготных тарифах для США. Я не удивлюсь, если в итоге и новые тарифы не вступят в силу, да, или вступят, но в меньшем объеме, и, скажем так, такое давление создаст более выгодную тарифную политику в отношении производств внутри США. Вот, то есть станет проще экспортировать товары из США. А, Поэтому долгосрочно вполне возможно, что это послужит укреплению и доллара, и американской экономики. Вот. И, наверное, главный вывод, да, из всей этой тарифной войны, да, это, скорее всего, некоторый разгон инфляции. Вот. И это не очень хорошая новость для тех, кто инвестирует в fixed income. Но это хорошие новости для, возможно, тех, кто инвестирует в акции, или для тех, кто инвестирует в отдельные компании, которые не попадут под тарифные ограничения, или у них, ну, скажем так, условия, да, экспорта в Европу или в Китай, они в итоге со временем улучшатся. Поправь меня, если я где-то ошибаюсь или тебе есть что добавить. Ну, мне бы хотелось здесь сказать, что когда Трамп ввел тариф на алюминий, то весь криптомир замер, потому что неожиданно оказалось, что часть крипты, особенно эфир, сделан из алюминия, судя по тому, с какой скоростью они начали падать. Но это немножко шутки, да. А если серьезно, то недавно в группе обсуждали отчет по алкоголю, казалось бы, да, какая связь. И вот Франция отрапортовала о том, что у них от 10 до 20% снизился объем экспорта коньяка. Почему? Да, и какое-то отношение имеет вообще к тарифам. Очень простое. Сначала в Китае запретили дарить коньяк, дарить дорогие подарки и показное потребление алкоголя дорогого. Это большой очень рынок был для Франции. А потом в ходе санкций ушла Россия, как второй дорогой рынок, где принято ходить на прием к уважаемому человеку с бутылочкой Хеннесси или там иксо, да? Второй рынок ушел. Соответственно, если вдруг сейчас Трамп или, упаси бог, RFK младший скажет, что еще и в Америке перестанут пить алкоголь, но я не знаю, что они будут делать. А второй по поводу тарифов. Одной из компаний, которая отреагировала, была Tesla, наша с тобой горячо любимая. И именно это было связано с тем, что у Tesla достаточно большое производство происходит в Китае. Но только люди забыли, мне кажется, рынок, ну, хотя уже сейчас, судя по движению, немножечко вспомнила, что когда автомобили производятся в Китае, это не является импортом в Китай Теслы. То есть они внутри его и остаются. И когда рынок это немножечко переварил, то уже, соответственно, по-другому переоценил это. Ну, вот, пожалуй, и все, что я хотела добавить по тарифам. Ну да, на самом деле, может быть, как раз возвращение производства в США – это очень неплохая штука с точки зрения развития инноваций. Вот я сейчас книжку читаю, биографию Айзексона, да, ну, про Илона Маска, и там очень интересные наблюдения о том, что если инженеры, которые производят автомобили, находятся рядом с дизайнерами этих автомобилей и могут подойти и сказать: ты что там нарисовал? Мы это не можем, да, как бы построить, то скорость инноваций сильно возрастает. Вот. И, собственно, это одна из таких неочевидных побочных следствий, да, когда ты имеешь не просто команду дизайнеров, как вот в свое время Apple, да, сделали, а имеешь именно производство, то скорость коммуникации и скорость инноваций, она резко вырастает. Поэтому я напомню, да, и у SpaceX основные производственные мощности находятся в США, и у Tesla. Вот, то есть сейчас, конечно, вот там у Tesla есть завод там и в Германии, и в Китае, но самые главные инновации делаются, продолжают делаться, конечно, именно в США. Вот, наверное, все. Давай, может быть, Новые инновации после рассказа про хранилище в руднике на 100-метровой глубине вообще, конечно, меня поражает. Но меня это еще поражает во времена моей учебы в Бостоне. Я тоже сталкивалась. То есть это, ну, достаточно развитый город, но какие-то
технологии, они остались вот когда корабли с чаем топили в реке Чарльз, вот там в бухте, вот они там же и остались. То есть вообще ничего не изменилось. Как у меня на заднем плане красный кирпич, вот все то же самое. Ну, будем считать, что это уважение традиций. Я хотела бы здесь немножечко перейти к тому, с чего я начала. Если бы сейчас опять вышла очередная новость, что президент Путин позвал президента Си Цзиньпиня Китая, да, и господина Трампа, президента Америки, на парад 9 мая. Мне кажется, это могло бы быть очень необычное зрелище. Ты улыбаешься так чудесно, ты там собираешься на трибуне быть, видимо. Но давайте более приближенно к инвестициям. Что из санкций Трамп, с учетом того, что он росчерком пера может просто кого-то казнить и помиловать там, в течение дня, как с Колумбией, да, что он мог бы снять сам? Какие санкционные ограничения не требуют согласования в Конгрессе? То есть это те, которые были введены исполнительной властью, то есть самим президентом или Министерством финансов на основании существующих законов или указов. Я переводила, поэтому, может быть, немножко кривовато звучит. Из того, что мне хотелось бы выделить, их на самом деле 4 направления, но я бы хотела выделить, наверное, 3. Первое, что он может практически росчерком пера отменить, это индивидуальные санкции против физических лиц и компаний. Это вот тот самый SDN, то, что было в АФАКе, вот эти списки SDN, да? То есть это санкции, которые касаются российских олигархов или компаний, связанных с Кремлем. То есть если бы в какой-то момент переговорный процесс начал включать в себя эти сущности, то Трамп может достаточно легко и свободно эти санкции отменять. А вот второе, я прям хочу сфокусироваться. Это часть секторальных санкций, которые были введены Министерством финансов. И в частности, я здесь хочу выделить, что он достаточно легко, ну, условно, может снять ограничения с ряда банков и бирж. И тогда, если мы говорим о укрепляющемся рубле, экономике и прочем, у меня большой вопрос, будет ли и как будет ограничен отток капитала, потому что у нас часть людей, что называется, ждет, чтобы уже не повторять. Часть хочет вернуть деньги, часть хочет, наоборот, убрать. И не только людей, это и организации. То есть, но это сделать достаточно легко. И более того, создается ощущение, но это уже такое немножко из теории заговора, да, что как будто бы они посмотрели на то, как сейчас выстраивается вся система платежей, платежных агентов и прочего, и с учетом того, что Трамп и Маск бизнесмены, они могут в какой-то момент, это сейчас моя фантазия, но мы посмотрим, как это реализуется, сказать, что вот этому, вот этому, вот этому лучше дайте лицензии, пускай они ведут платежи, чем это будет идти через там Китай, который мы не очень хотим усиливать, или мы не хотим вот этот вот второй рынок, второй уровень. Да, ну, там еще есть санкции, которые с кибератаками связаны, и другие, но это уже, я не буду на этом. Просто вот мне показалось важным выделить, что именно а, финансовый сектор можно освободить при желании достаточно легко. И SDN-список можно тоже достаточно легко освободить. Но мы сейчас говорим про американские. Мы не говорим о том, что Евросоюз, например, скажет, да, там, или UK, мы тоже. Поэтому, Станислав, что ты здесь думаешь? Что будет, А, если будет перемирие и санкции снимут? Я вообще впервые за очень много дней очень, ну, по-настоящему позитивно смотрю вот на динамику российско-американских отношений. Вот, и стараюсь, конечно, как не раскатывать губы на отмену санкций в отношении там, финансовых организаций, биржи, там, блокировки денег инвесторов и так далее. Вот. Но давайте несколько поинтов все-таки отметим. Во-первых, если изначально в команде Трампа главную роль такого переговорщика играл военный, да, генерал Келлог, то сейчас, ну, можно сказать, что инициативу перехватил Стив Витков. Это, в общем-то, довольно серьезный бизнесмен с израильскими корнями, вот, и на самом деле большой друг суннитских монархий, то есть саудов, эмиратцев. Он делал вместе с ними девелоперские проекты, вот, и сауды, и фонд Мубадала собираются инвестировать сейчас в тот самый Stargate, да, искусственный, ну, проект по искусственному интеллекту на $500 миллиона в США.
для укрепления лидерства США в области ИИ. И, в общем-то, поскольку Уитков привык иметь дело с определенными политическими режимами и с непростыми, в общем-то, договоренностями, да, на мой взгляд, то, что именно он, а не военный, сейчас имеет инициативу, да, в переговорах между Россией и США, это хорошо повышает шансы, да, на то, что все-таки военные действия закончатся, да, и будет подписан какой-то более-менее устраивающий все стороны договор. Вот. И, собственно, рынок тоже довольно позитивно, может, даже слишком эмоционально на это реагирует. Вот. Я с тобой полностью согласен, что вопрос санкций это очень долгосрочная штука. И в США, и в Европе санкции вводятся не для того, чтобы их можно было одним днем снять. Они требуют прохождения там, Конгресса, и очень мало санкций есть, которые реально могут быть сняты быстро. Вот. Но, во-первых, действительно, часть санкций президентским указом можно отменить, и ты все правильно, мне кажется, описала. Во-вторых, никто не мешает в течение года или двух, да, пообещав снять санкции, в итоге их снять. Вот. В-третьих, важный, наверное, момент для того, чтобы наши, и участники нашего клуба, и наши зрители не были чрезмерно оптимистичны, надо понимать следующее. Первый момент. Статистически после окончания военных конфликтов такого масштаба те страны, в которых эти военные конфликты заканчиваются, испытывают высокую инфляцию и падение ВВП. Это связано с перестройкой, да, с военного режима на мирный режим. Вот. Повышенная безработица. И я бы не сильно спешил, наверное, уходить в длинный фикст инком, как сейчас я вижу, там на 10-15% длинные ОФЗшки подросли там за несколько дней буквально. Вот. И если у вас будет инфляция, то и рынок акций – это не самое лучшее место для вложений, да, потому что высокая ставка ЦБ не способствует росту рынка акций. Вот, поэтому я был бы здесь намного более осторожен. То же самое, кстати, касается и курса рубль-доллар. Вот у нас в клубе некоторые ждут там доллар по 80, и давайте сразу скажем по 30 там, и так далее, да, почему нет. Вот. Но есть маленький с этим нюанс, и связан с тем, что бюджету и экспортерам вообще не нужен сильно рубль. Для них это проблема абсолютная. Вот. И, кстати говоря, при подписании мирного соглашения премия за геополитику также уменьшится на рынке нефти. Да, то есть, условно говоря, плюс 3, плюс 5 долларов, которые, возможно, заложены в цене на нефть, вот, они также с рынка уйдут. То есть я бы в целом так осторожно и нейтрально относился к вложениям именно в рынок акций и в длинный фикс инком сейчас. Вот. Хотя, безусловно, эмоциональные реакции рынка будут. И посмотрим, кстати говоря, сегодня, как решит ЦБ. Да, то есть, давай так, ну, консенсус аналитиков предполагает, что ЦБ либо повысит процентную ставку из-за роста инфляции, она сейчас на больше, чем на полпроцента выше, чем была в декабре, либо оставит ставку без изменений. Что ты ждешь от решения ЦБ? Но я с тобой не соглашусь, что аналитики ждут повышения. На самом деле аналитики, с которыми я наблюдаю, вот все те, которые 97% или Смотри, там я беру консенсус, да, на РБК, то есть Ой, опрошенные нет, я РБК аналитики. вообще, я РБК вообще после того, как они написали про причины укрепления рубля, это очень классное, развлекательное, интеллектуальное издание, но хотелось бы немножечко проверять. Нет, я все-таки смотрю то, что стоит скажем так, у больших мальчишек, которые торгуют большими объемами, в том числе ОПЗ, да, то есть это все DCM в банках. Они сейчас очень аккуратно смотрят, и принт последний был высокий, но а,
курс, да, если он будет более стабильным, потому что каждый скачок курса на процент, он увеличивает инфляцию. То есть это проинфляционный фактор. И если он смог бы держаться в коридоре, вот в котором он есть сейчас, то они склоняются к тому, что ставка либо неизменная, мы на самом деле узнаем буквально через 2 часа уже все, либо, может быть, даже будет снижение. Поэтому мы через 2 часа узнаем, чем еще заняться 14 февраля, в День всех влюбленных. Надо вместе смотреть. На самом деле они даже не саму ставку все ждут, и мы ее, давай будем честны, мы с тобой не ставку ждем. Мы хотим почитать, послушать риторику, что будет сказано, будет ли там брошка с ракетой, какие слова и какие выражения будут использованы. Потому что, по большому счету, опять же, сама ставка, она не так важна, как проинфляционные факторы, например, как субсидирование отдельных отраслей экономики, мы все знаем каких, которые теоретически могли бы чуть-чуть подсократиться, если бы было вот то самое перемирие. Поэтому это такая многофакторная очень модель, и не знаю, скоро узнаем. Я хотела бы ответить на вопрос, который я сама задала в середине эфира. Рос ли рынок при Трумане и Клинтоне, предыдущий Доджи? Так вот, господа, оба раза он рос. Как это не удивительно. Хотя Клинтон, да, как пишет Алексей, запомнился не падающим или растущим рынком. Но, слушайте, да, но вот так. А рынок рос. И может и еще порасти, поэтому посмотрим. Опять же, по российскому рынку, ты, Станислав, обратил внимание, что вчера, что произошло вечером? Торги были приостановлены, они так и не были возобновлены. А ты знаешь, откатывали ли сделки последние? Как это? Где-то я уже слышала фразу, что ставки сделаны, ставок больше нет. Да, так вроде в казино, да, говорят? Нет. Мгм. Не, на Ну вот. российском рынке, окей. Да. Ну, в общем, вчера, да, торги были остановлены. Я не знаю, помочь шортистам, чтобы они довнесли, или кому-то другому, но это произошло. Ну, давай Поэтому честно скажем, что несколько эмоциональная реакция и рынка, и СМИ вокруг этого. Типа «Газпром» вырос на 10%, вау, нету заявок на продажу, все заявки на покупку. Ребят, камон, те вот, кто был, глаза на планке. да, те, кто был в 2014 году на фондовом рынке или в 2008 году, скажут: «Подержите мое пиво», да. Вот. Это, ну, это не рост, и это не падение. Вот. Это, ну, скажем так, хорошая позитивная реакция, но в ней нет чего-то удивительного, да. Вот. А я по поводу инфляции, по поводу ЦБ хотел еще сказать, да, что вот Маск запускает ракеты в космос, да, а мы в космос цены запускаем. И мне кажется, что в отличие от эмоциональных инвесторов, как раз экономический блок в России возглавляют довольно профессиональные люди. И понимая, да, чем грозит, собственно, ну, некоторая ну, от перемирия до успешных мирных переговоров, чем грозит краткосрочной экономике, они, ну, я крайне сомневаюсь, что они будут снижать процентную ставку в ближайшие заседания. Вот, ну, могу ошибаться, давайте посмотрим. Вот действительно, я сказал в 3 часа, а на самом деле в 1:30 будет известно решение. Вот, ну и посмотрим. Я вангую, да, что ставку не изменят. Вот, это как минимум. Посмотрим. А еще такой момент по поводу перемирия возможного, а, газа, нефти. Для президента Трампа достаточно важным пунктом программы точно так же борьба с инфляцией. И энергия – это то, что составляющая этой самой инфляции. И поэтому, в принципе, будет выгодно как раз-таки пустить больше этого ресурса на рынок, чтобы у себя… Но дело в том, что тогда второй момент. Сильный рубль и не очень высокие цены на нефть и газ, на удобрения, на все это не то чтобы очень удобно для российской экономики, хорошо для бюджета. Поэтому я бы тогда обратила внимание на налоговый сезон. У налоговых по всей стране уже стоят высокие KPI. Возможно, они будут еще больше. Я думаю, что мы в этом году увидим интересные запросы и кейсы, которых не было до этого. Еще и снято ограничение по запросам по валютке.
Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и обязательно напишите, с чем вы согласны, а какие инвестиционные идеи мы не озвучили или озвучили, на ваш взгляд, некорректно. Я прошу писать в комментариях только неправильные ответы. Да. Я также напомню, что мы больше 8 лет ведем закрытое инвестиционное сообщество Pragmatus Club. Вот, там больше 90 участников. Если вам интересно оказаться в сообществе опытных инвесторов, предпринимателей, если ваш ликвидный капитал выше $1 000 000, переходите по ссылке под этим видео, вступайте в наш клуб. Мы обсуждаем все, что происходит, и есть надежда, что добиваться результата вместе в компании единомышленников веселее и проще. Всем отличного дня, пока-пока.